Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте, меня зовут Виталий, я живу в Германии, и в этом видео хочу рассказать о том, что ситуация с украинскими беженцами в Германии кардинально изменилась сейчас. Беженцев по-прежнему принимают, но не во всех землях. Произошло это потому, что из Украины сейчас могут выезжать молодые парни от 18 до 22 лет, и по всей видимости поток этих парней стал очень большим. Немецкие политики утверждают, что раньше они регистрировали в Германии по 100 человек в неделю, а на данный момент 1000 человек в неделю. То есть в 10 раз превысилось количество украинских беженцев на октябрь месяц, по крайней мере, такая информация была. И вот мы сами не понаслышке об этом узнали, потому что Даниил, мой друг, хотел помочь своему родственнику дальнему, молодому парню, приехать сюда, в наш город, и поселиться в местном лагере, который называется Аделла. И он уже даже договорился об этом, но не тут-то было. Сейчас мы с Даниилом поедем встречать этого парня в город Ульм. Он едет из Украины на автобусе. Мы его встретим, но, к сожалению, нам сказали, что поместить в лагере его не смогут, поэтому мы будем как-то решать эту проблему по-другому. Alles dreht sich, nichts bleibt gleich. Bruder, Leben fick dich, frag nicht why. Gestern noch hier, heute schon weit. Neue Stadt, neue Sprache, neuer Fight. Wollt nur chillen, bisschen Frieden im März, das Leben gibt Moves. Мы с Данилом сегодня утром приехали в Ульм на остановку Фликсбаса, на котором приезжает Данила родственник. Мы рассказывали в одном из видео, что родственник из Украины, парень до 23 лет, скоро ему 23 исполниться должно, и он уехал. И мы его здесь встречаем, но оказалось, что Данил договорился за него в лагере сначала, а вчера мы поехали в лагерь, и выяснилось, что все поменялось. Шеф лагеря сказал: ну это ж было на прошлой неделе, тогда было можно, а Ну на да. этой неделе уже отменили. Мы уже пообещали человеку, что отвезем его прямо в лагерь, он там поселится, будет Да. жить. И он Всё. уже был полдороги уже проехал. Да. Тут вдруг отмена. Сейчас приезжает, а вдруг выясняется, что в лагерь мы его поселить не можем, потому что вышло какое-то новое распоряжение, что в По всей Баден-Вюртемберге земле, да. уже не принимают украинцев. И он сказал: езжайте в Ное-Ульм, то есть это уже земля Бавария, и там селитесь. Да, как хотите, селитесь как хотите. Да. Но мы попробуем иначе. Там нам один человек подсказал, что Да, можно... тот, который, в общем-то, это все устраивал, он работник тоже этого центра приема беженцев, договорился с начальницей всей этой системы, как бы приема иностранцев, приема беженцев. И вот у нас есть завтра с ней встреча, и надеюсь, и пойдут как бы навстречу, потому что этот парень уже был наполовину зарегистрирован. Я высылал его документы, и они уже там, как бы в этом центре уже есть. То есть мы надеемся, что ему удастся в нашей процесс. земле остаться, но с лагерем точно. Начальник лагеря сказал: в лагере я его не приму, и теперь встает вопрос, где ему жить. Мы еще не знаем, как мы эту проблему решим. Мы-то, конечно, можем найти жилье ему, в смысле квартиру, но это же платное дело. В общем, сейчас будем разруливать этот вопрос. Через буквально 10 минут придет сюда на остановку. Через 5 минут сюда придет Фликсбус. Но самого парня мы снимать не будем, потому что Он не готов пока. он не готов сниматься, не готов рассказывать свою историю, потому что, я думаю, зрители должны понять, люди, которые едут из Украины, имеют определенную степень осуждения со стороны других людей, и они не хотели бы на весь мир выносить это. Достаточно много негатива льется. Поэтому мы рассказываем это в общем, не называя имен. Да, потом посмотрим, как он отнесется. Вот черный автобус из Киева, Benz Express, заезжает на стоянку, на остановку. И здесь наш герой.
Я смотрел вас. Heute hast du Angst vor allem, weil du nicht weißt, was kommt. Ungewissheit macht dir Sorgen, doch sieh dich um, alles ist in Ordnung. Denk nicht an das Schlechte, lebe dein Leben jetzt, so wie es wirklich ist, dann wird dein Herz auch froh sein. Hör einfach auf, dich zu fürchten, und das Leben zeigt dir Farben. Сегодня мы с Даниилом и с парнем, который приехал из Украины, приехали в Гёпинген в Ландратсамт, то есть местное управление, занимающееся иммигрантами. Ходили в отделение, которое могло бы нас, так сказать, помочь нам разместиться в лагере в каком-нибудь, но они дали полностью отрицательный ответ, сказали, что все лагеря для беженцев перестали принимать беженцев из Украины срочным образом. То есть поступило распоряжение в конце прошлой недели, и все, уже теперь никак нельзя разместиться в лагере украинцам. Сейчас идем еще одну попытку предпринять, зарегистрироваться в миграционной службе в Гёпингене в другом отделении, уже не для того, чтобы получить место в лагере, а для того, чтобы просто получить разрешение на проживание, потому что можно, скажем так, можно арендовать квартиру здесь и жить. Так, в принципе, таким путем еще можно остаться в Германии. Ну, по крайней мере, мы пробуем. Не буду утверждать на все 100%. В общем, вот впереди Даниил и его родственник идут. И сейчас мы узнаем, что получится. Погода сегодня осенняя. Хорошо, хоть дождь перестал. Дождь лил целых 2 дня. В общем, картина нерадужная. Парень приехал, а расселиться ему негде. В лагерь не берут, поэтому мы как бы у себя его будем какое-то время принимать, как-то размещать, а потом надеемся найти ему жилье, за которое сначала ему придется платить самому. Вот местный Ландратсамт в Гёпингене. Амт — это обозначает ведомство, то есть это земельное ведомство, и здесь открыто, по крайней мере, это уже хорошо. Сейчас они возьмут. Это у нас миграционная служба, но что-то никого нету. Закрыт кабинет. Тут у нас ничего не вышло. Оказывается, фрау, которая занимается регистрацией украинцев в миграционной службе, сейчас на больничном. Поэтому едем в свой городок. Возможно, там в миграционной службе что-то нам прояснят. Даниил позвонил даже в баварскую миграционную службу в Новом Ульме. Это как бы недалеко от нас, но уже другая земля. И спросил, могут ли они принять в своей земле беженца, которого не принимают здесь, в Баден-Вюртемберге. И знаете, что они им ответили? Да нет, говорят, размещайте своих беженцев сами, где хотите. Такое отношение странное. В общем, у нас целая эпопея. Сейчас приехали вот в Гайслинген, в этом Ратхаусе, хотим спросить в миграционной службе. О, все, они вышли. Наверное, сегодня не работает, да? Прикинь, они приняли закон и вызвали сотрудников Ausländerbehörde на типа повышение квалификации. Сейчас они типа повышают квалификацию. Им объясняют, наверное, новую политику в отношении ауслендеров. Да. Сейчас они там закрыты по причине повышения квалификации. Какая-то странная ситуация. Человек завис в воздухе. Я думаю, не один, наверное, по Германии так очень много. Сейчас я нахожусь возле Ратхауса в Гайслингене. Мой друг Даниил вместе со своим родственником, с дальним родственником из Украины, который приехал недавно,
находятся внутри, они находятся в миграционной службе и решают вопрос с его регистрацией здесь, в Германии. И Данил мне только что позвонил, сказал, что они сейчас выйдут, но ожидаемого одобрения здесь остаться в Гайслингене этот парень не получил. Почему, я не знаю, какая-то квота, что-то не так, но сейчас Данил выйдет и сам расскажет, почему именно и что ему предложили. И они его как бы аннулировали. То есть уже был дан бланк ему на оформление здесь. И он его заполнил. Но они его не приняли во внимание, этот бланк. То есть уже оказалась новая какая-то у них Да, то есть, установка. честно говоря, мы были удивлены тому, что миграционная служба не разрешила ему остаться в нашем городе, потому что в первое посещение миграционной службы ему выдали бланки для заполнения. Якобы они уже были готовы его принять, но назначили ему термин на следующую неделю, на понедельник. И вот этот следующий термин они сделали даже в нерабочее время. И приняли решение, что они не могут его оставить здесь и должны отправить в другую землю, в ту, которая принимает. Слушай, ну а как они обосновали, что нельзя? Кончилась квота? Как или что? обосновали, сказали, что сейчас система им показывает. То есть они тупо, они говорят, мы не имеем права ничего выбирать. То есть маршрут оптимальный, они смотрят ближайшее место где. Тут нет, тут нет, тут нет, тут нет, черти где есть. И все, и вот так он должен туда идти. Мы, говорит, не можем выбирать. Женя там меня спрашивал, может, поедем в Аугсбург. Мы можем съездить, но будет такая же... Система выбрала город Хемниц, и ему дали направление туда. Хемниц находится в Саксонии, где-то между городами Лейпциг и Дрезден. Вот ему дали это адрес, вот это. Это точно так же в Ратхаус, он должен прийти, но они работают до 12. Его хотели отправить так, чтобы он, например, сегодня приехал. Но это ему пришлось бы где-то ночевать, а так его уже там поселят, его уже все. Вот ему главное прийти до 12, и он поэтому так выезжает. Он бы мог завтра утром выехать, но приехал бы за полчаса до закрытия, а поезд задержался, а не нашел, не сориентировался, и все. И потом будешь сам искать. Еще раз, а Женя сейчас должен прямо сейчас ехать на Хемниц. Ну, когда? Сегодня, да? Сегодня? Без 10-11 отправляться из Гайслингена. Ночью? А там ходят ночные поезда? Да, вот, смотри. Ну, я вижу, а какие поезда не написано? Хорошие поезда. Ему дали быстрые поезда. Next 16 вижу. ИЦЕ, да? ИЦЕ, РЕ. Хорошие поезда. Это хорошие поезда, которые... быстрые. Тебе дали, они говорят, ну мы ж не будем ему давать 8 пересадок. Да. Они там между собой. А одна там говорит, не, ну это было бы бесчеловечно. Да. И дали ему хорошими поездами. Хорошие поезда. И оплатили. То есть этот билет уже оплачен Германией. Женя просто его должен показать этому. Вот это ты должен показывать в поезде, когда будет подходить контролер. Один QR-код на всех. Да. Просто это все показывать. Может еще паспорт придется показать. Все, мы провожаем парня в дальнюю дорогу, в Саксонию. Сейчас попрощаемся. Поезд через 5 минут уходит, да? Хорошие пересадки. Вот такая история вышла. Человека хотели поселить здесь, а отправили в Саксонию. Германия принимает пока... 8 часов должен ехать теперь. 8 часов, да, в дороге. Ну, человек первый раз в Германии, ему будет трудно, честно говоря. Запутаться здесь легко, но на самом деле, в общем-то, и разобраться просто. Мы уже все инструкции ему дали, рассказали, как, где. Установили ему навигатор немецкий по поездам. Все расписания рассказали, все. Я думаю, все будет четко. Но что интересно, вот они без вопросов оплатили этот проезд, который... С двумя дорогими поездами. Да, 2 скоростных поезда. Я сейчас посмотрю, кстати, это даже интересно мне. Сколько обошлось бы, если бы пришлось платить самому? То есть его уже как бы как родного отправили, в общем-то.
не как какого-то человека с улицы, а уже они взяли отпечатки пальцев, взяли его паспортные данные, сфотографировали. Он уже едет Как немец. как свой, да, как свой. Медленно минуты уплывают вдаль. Встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди. Скатертью, скатертью дальний путь стелется и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Ночью нам парень написал, что сбился с пути уже на первой пересадке. Конечно, мы были немножко ошеломлены, куда ему дальше ехать, как ему ехать и будет ли действовать его билет, который ему дали в миграционной службе. Но забегу наперед, билет работал, он потом ехал на других поездах, везде показывал этот билет. Проводники поездов с пониманием относились к проблеме. И, в общем-то, нас больше всего уже тогда настораживало то, что он приедет в Хемниц поздно. А почему-то в Германии отделения Ausländerbehörde, то есть миграционных служб, работают не так-то долго, до 12 часов, до часу, до 2, в разных городах по-разному, но все-таки не целый день. И мы боялись, что он приедет уже когда отделение будет закрыто, и где ему ночевать тогда будет непонятно. То есть они должны были его куда-то поселить. И в конце концов он приехал к 12 часам туда, куда нужно, в Хемнице, в Ратхаус, и обнаружил там вывеску, что уже закрыто. Но все-таки нашелся человек, который прочитал его документы, понял, что парню некуда деваться, и его приняли и поселили в первичном лагере, что очень хорошо. Но на самом деле это не окончательное поселение, потому что из первичных лагерей в Германии обычно потом пересылают в постоянные лагеря, где люди живут, пока не найдут себе собственное жилье, то есть не арендуют квартиру. Ему в первую очередь нужно было пересаживаться в Штутгарте и туда ехать около часа. Мы установили ему DB-навигатор в телефон, и там навигатор ему сообщал время пересадки, где выходить, когда выходить. Но два фактора сбили его с толку. Первый фактор тот, что за окнами было темно, ночь и ничего не видно вообще. То есть он не видел, на какую станцию он приезжает, на большую или на маленькую. А Штутгарт — это большая станция, естественно, там огромный вокзал. Днем бы он это заметил. Но вечером, когда он подъезжал к станции, которая называется Штутгарт-Бад Канштадт, это еще не главная станция Штутгарта, не Hauptbahnhof, он этого не знал. Он просто прочел слово «Штутгарт», и, к сожалению, поезд опаздывал на 5 минут, ровно настолько, насколько поезду было еще ехать до главной станции Штутгарта. То есть парень посмотрел на часы, по времени он уже должен был подъезжать туда, куда нужно, и там было написано «Штутгарт», а то, что это Бад Канштадт, он, в общем-то, не совсем понимал. И он вышел на платформе, где просто было темно и не видно, куда идти дальше. Он начал искать другой путь, с которого ему отправляться дальше, и понял, что на этом вокзале нету такого количества путей. И тем временем его поезд уже закрыл двери и ушел дальше. То есть он не доехал одну станцию, и из-за этого остался в Штутгарте Бад Канштадт. И, в общем-то, мы ему подсказывали, как дальше ехать. И, конечно же, путь его усложнился намного, но хорошо, что билеты его, в общем-то, никто не отверг, и все контролеры понимали, входили в положение и понимали, что он просто отстал от своего пути, но ему нужно доехать. На 2 часа позже он приехал,
в назначенное место, чем полагалось. И в целом все закончилось хорошо. Посмотрите, какой подарок мы решили купить нашим друзьям. Они пригласили нас в гости. Сегодня Володя, художник, пригласил нас к себе. И мы не знали, что подарить. Он сладкого не ест, поэтому Да, мы... мы зашли в эту бакарай, в булочную, попросили что-то соленое, а у них там только сладкое. И продавщица говорит, я вам сейчас все сделаю, посмотрите. Ух ты, какая красота! Класс, выглядит супер. То есть это, Вот по сути так дела, вот. булочки с колбасой, сыром и с салатом. Я думаю, Володя будет доволен. Пойдем. Давай я помогу. Здравствуйте. Я уже забыла, куда. Представь, я забыла, что первый этаж. Добрый день. Смотрите. Нет, вы не Привет, поняли. Володя. Володя. Все нормально. Мы же договорились в прошлый раз, что сладкого нельзя. Мы зашли в бакарай и говорим... Здравствуйте. Привет, наша- Миолика. Мы идем в гости, нашему гостю нельзя сладкого. Она говорит, подождите, я сейчас все Никто сделаю. там писали Выносит, говорит, комментарии. Вот что вы не принесли, даже сладкого. Да? да, у нас еще один подарочек есть для тебя. Подожди, сейчас. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Я снова рад вас видеть. Спасибо за комментарии. Такие комментарии душевные. Очень рад я. Живите мирно. Любите друг друга. Чтоб не было войны. Это мама для тебя очень старалась, вязала, готовилась. Ну, Спасибо. вот, смотри, во-первых, такой зайчик. Видишь, она упаковала. Сказала большое спасибо за картину. У нее висят же там на стенке. Она каждый день смотрит, вот зайчик. Ну, по мне это белочка, ну, зверек такой. Нравится? А можно я моей внучке подарю? А? Можно? Я тоже так, кстати, подумала. Ну, держи, Зайчик. это тебе. Спасибо большое. Мы Володе еще сделаем. Так, ну это тоже такое вот. Скатерть такая. Да. Ты Ну, не это ставь типа там. салфеточка. Салфеточку, да. И такие вот типа тапочки. О, да. Да? Да, классно. Хорошо? Да, я На их потом носочки вот так вот. Но померю. она, да, потом померяешь, но она еще Ой, спасибо. просила размеры. В общем, мы еще подумаем, что еще связать. Можно, Володя, что тебе еще надо? А, варежки, ну. Варежки, классно. Варежки, да? М. Варежки, что еще, чтобы мама сразу? А, шарфик. Шарфик, Такой варежки. цветной какой-нибудь, там красный, Ага. синий, там Ага. желтый. Ага. Полосочку. Ну как художник. Этого вот так. Хорошо. Как Не художник. Ну да. Художественный. Да, художественный. Разноцветный. Если получится, конечно. Получится. Много людей, которые были воодушевлены твоим примером вообще. Тем, что ты в таком положении еще находишь силы рисовать, и причем такие красивые картины. Ну да. Я слышал, тебе даже заказы поступили, да? вроде Да, как? заказы, да. Вот можете посмотреть, вот. Кстати, с этого города, где я учусь. Регенсбург. А, в Вот Регенсбурге у тебя можете школа, да? посмотреть, она готовая, если Мгм. вы видите. Это недавно, ты самая последняя. Ну да, 2 недели я уже ее рисую. Мгм. Правда, долго сохнет. А вот фотография лежит там ее. Вот там за столиком. Мгм. А, я Её вижу, представить. я вижу. Ну, получилось, не получилось. Ты Может, делаешь- небо чуть другое. Ну, вроде бы так же. Вроде такая. Очень похоже, смотри, вообще. Ну, тут же дело в том, что художник, он должен передать скорее настроение, и у тебя это получилось. Ну да, да.
Так, а это кто у нас тут? Я его внучка. Внучка, как тебя зовут? Меня зовут Миолика. Классное имя, я первый раз такое встречаю. Кто придумал, папа или мама? Мама. Мама, серьезно? О, ну... Они тоже с Украины приехали. Но она раньше приезжала в гости к нам, когда она маленькая была. То есть ты родилась еще не в Германии, нет? Не, Еще не, в не. Украине, да? Она с мамой приехала. А как ты по-немецки говоришь или Ну, еще она не в очень? школу ходит. А, в школу ходишь? О, будешь меня учить немецкому. Хорошо. Да. Четвертый класс, да? Или в третий ты ходишь? В третий, потому что... Третий. А так бы она должна уже в четвертом быть. Мгм. Просто я в подготовительном. Да. А расскажи, с какого класса ты здесь учишься вообще? Или ты давно-давно в Германии? С класса, ну, я тут 3 года. Мгм. А, то есть ты совсем недавно, получается, и ты, когда приехала, не говорила по-немецки вообще, да? Нет, я была в подготовительном, поэтому я сейчас в третьем, а не в четвертом. Подготовительный это специальный класс, в который помещают детей, которые не умеют по-немецки говорить, да? Да. И ты там целый год училась, а потом уже перешла в класс, в котором уже и немцы есть, да, немецкие дети. И теперь ты наравне с ними понимаешь все, да, за год освоила язык? Серьезно? Да. Как быстро дети Я осваивают? сейчас в третьем. То есть, когда ты общаешься с другими детьми, то это быстро осваивается, да? Да, у меня есть одна подруга немка, я с ней общаюсь. Каждый день, по много часов, это, конечно. Я слышал, ты на гитаре играешь. Да, Гитара есть? да. А, ну давай. Я только кузнечика играть А, умею, ты не больше кузнечика, ничего. ну тоже интересно. Ну вот так вот я не очень умею, потому что у меня пальцы короткие. А так тебе удобнее, да? Да. Но если я сейчас не закосячу. Ну, слушай, все начинающие ошибаются. Ну, это да. В каждой картине живет нарисованный мир. Нарисованные люди рисуют картины внутри. Яркие краски, тени и маски дня. Я рисую свой город, но кто нарисовал меня? Я хочу показать носочки. Как мы подошли. О, О, смотри. Спасибо вашей маме. Шикарно. Шикарно просто. Она будет очень рада. Она так хотела, говорит, я не знаю размер, вообще надо, не надо, может быть там ты узнай, ты что надо. Она будет довольна. Ой, Ура! и где будет теперь? Как раз зима сейчас будет. И Лариса, и тебе тоже свяжет. У меня была бабушка очень, она мне как мама была. здесь Когда- есть фотографии ее? Да. Вон, ну правда она еще молодая. А вон внизу еще, да, внизу, внизу, да, да. да, Вот я это вижу. блестящие рамки. Ага. Это тут, когда в Германии. Вон внизу нижняя самая. А, вот это вот еще, Да, вот это вот. Подними ее. Это просто... Мгм. Потому вот она болела как раз. Была в больнице. Мгм. Она Она- меня воспитывала. 26 лет я с ней был. Мои родители разошлись, когда мне было 7 лет. Мгм. Мои сестры потом к другой маме переехали. Потом моя мама вышла замуж. Там родился мой братик Дима. Мгм. Потом Аня родилась. Вот так. Ну, они переехали в другой город. Я хотел сказать за мои братья и сестры. Я хочу им привет передать. Диме, Анечке, Никите. Он у меня гитарист, он тоже на гитаре любит играть. Да, моим всем внукам, племянникам, племянницам. Ну, отлично. Да. Я уверен, У меня они их так тебя, много, мне они тебя я не услышат, могу. да. всех перечислить. Да. Все посмотрели твои родственники последние? Да, говорят, предыдущие вот видео? там посмотрели, вот те посмотрели. Даже мои соседи посмотрели с Киргизии. Передаю я киргизстанцам всем привет, кто меня знает, кто меня видел. Ну вот так. Всем добро, счастья. Любите дружно, любите друг друга. Ходите в гости. Отлично, отлично. Я хочу передать всем своим друзьям привет, кто будет смотреть это видео.
И еще все, кто знает моего дедушку, спасибо, то, что пишете ему такие комментарии. Ему правда очень приятно. Ух ты, мощные такие. Ну, такие конкретные. Да я даже не знаю, они на тарелку не поместятся. Сколько угодно. Они разные. Это смотрит на Вообще-то. тебя. Подожди, а ты мне на вилочку возьми с колбаску так как бы. Ага, сейчас я Если сделаю. можешь, чуть-чуть. Я просто забываю, что Володя, ну как-то, ну то есть вообще, нет ощущения, что Володя же как-то не может. Да. А ты открой эту булочку, так открой, чтобы удобно было вилочкой, да? Вот так? Помидорчик там не зацепи. Ага, а как тебе дать просто, да? Да, да. Помидорчик или колбаску? Ну, так вот. Давай вот так вот. Класс. Вкусно? Хорошее, свежее все. Смотрите, носочки Ольги Лукиничны. Вот она всем повязала. Я, Виталик, мы все ходим в носочках. Посмотрите, какие у человека, покажите, Ольга Лукинична, носочки. Просто вот покажи, Виталик. То есть это дырки. То есть Ольга Лукинична связала вот такие вот латочки, вывязала крючочком каждую латочку и сделала вот такую вот себе, ну, поремонтировала красоту. То есть я говорю, Ольга Лукинична, а чого ви себе носочки не робите? Розкажіть, Ольга Лукинична. Чого? Дивіться. Я сделаю, ну у меня же есть. Ні, Сделаю новые. Ну-ка, давай прическу тебе А поправим. на. Так, вот так, чуть-чуть, да? Под Бориса Джонсона. Ой, только ж ты медленно передвигайся, а то я смотрю, тебя шатает. Еще упадешь. Чуть меньше. Ладно, с картошкой идет, посмотри ему. О, у нас сегодня ужин Это королевский. зелье. Самая простая еда, она самая вкусная, правда? Мы так всегда живем. Самое простое, самое лучшее. Вот картина с клубникой Володя подарил. Так, насыпай, Ладусь. Так, Ольга Лукинична. О, у нас сегодня хлеб черный, это тоже. Мне Ольга надо. Лукинична очень любит хлеб черный. Белый вообще не ест. Расскажи, мамусь, что ты решила постричься? Ну, кто его знает, трудно сказать. Значит, ну, во-первых, конечно, ну, сами волосы начали сильно выпадать. Это причина тоже надо. А потом, по-видимому, здесь другие условия жизни. И волосы совсем по-другому себя ведут. Тебе же кто-то посоветовал, да? Постричься? Да, посоветовал человек, который здесь давно живет. Он мне дал там некоторые рецепты, дал чем у меня попользоваться, чтобы поднять. Ну вот я смотрю, что за эти несколько дней, вот когда мы остригли, волосы начали как-то подниматься. А так они у меня просто лежат. В общем, Ольга Лукинична встретила своего друга. Начните с этого. Он приехал. Откуда он приехал? Да где-то с Урала, не знаю. С Урала. Его зовут как? Валентин. Валентин, помните? Ну да. Это забывает все время. Вот. И он приехал и рассказал, как надо ухаживать за волосами. Вот. И я, Ольга Лукинична, покупала много масок, средств в ДМ, ну, там себе намазываю, ей намазываю, там народные рецепты. Ольга Лукинична сказала, нет. Валентин сказал, вот то правильно. Расскажите, какие рецепты. Ой, да я забыла, как они называются, эти все приспособления. Ну, короче говоря, значит, сначала моешь мылом, хозяйственным мылом, а потом, значит, какое-то время держишь, сполоскаешь и намазываешь
ну как оно называется, пивом намазываешь, пивом держишь какое-то время. Вот я только один раз сделала это. И мое наблюдение, что с этой стороны у меня волосы начали подниматься, то они у меня ложились, а сейчас начали Ну да, подниматься. особенно челка вообще хорошо поднялась. Посмотрите. А тут вообще поднимается, как будто бы вот они хотят вверх. Понятно? Вот. Короче, мойте волосы мылом, намазывайте пивом, у вас будет Эротис. Панковская хорошая прическа. прическа. Ну, может быть, и перемена влияет. Потому что все время одним и тем же моешь моющим средством. Ну, возможно, да. Но я думаю, в этом что-то есть. В пиве есть дрожжи, а дрожжи хорошо действуют на волосы. Ну вот Это я смотри, тоже у Валентина, посмотри, какая у него прическа. В общем, у вас авторитет, это сыграло самую важную роль, да? Прическа Валентина. Конечно, то, что я говорю, конечно, меня можно не слушать. Ну, А вот Валентин, конечно. Да. Дело в том, что смотри, у него волосы, ну, высокие, ну, сами по себе ложатся, как Может, это еще самое. природа. А я на себя подивлюсь, вони в мене попадали, висять і все. А сейчас я говорю, буквально неделя прошла, я уже чувствую, что вот волосы начинают Прошло 3 подниматься. дня. В общем, Ольга Лукинична, сейчас я расскажу историю. Заходит утром, говорит, все, стрижіть мене все. Ну, я ж взяла, подстригла, как, ну, под каре, красиво. Она говорит, ні, це погано. Віталік, давай ти, тому що це щось не то. І Віталік, а далі продовжав Віталік. Да. Смотрите, как я Но поработал. я довольна. Все, главное, чтобы вы... До весны волосы отрастут, и мы посмотрим, как действительно это все влияет. Да. Потому что у меня совсем потерялось все. Покажи цветочек наш. Вот, смотрите, какой стал большой. Мы его не поливаем почти, потому что по вашим комментариям мы поняли, что его поливать много нельзя. И он, возможно, уже начал размножаться, там какие-то цветочки, они падают на почву и будут прорастать. И сюда, посмотрите, как классно, я просто не успела сказать, как классно сюда идет вот эта вот картина. Она просто здесь как родилась. Вот мы ее в разные места пробовали вешать. То есть Виталик начал сначала вешать ее под потолок, вообще другой вид был. А потом как-то вот мы нашли такой момент, посмотрите, как она тут удачно вообще смотрится. Я просто сижу, наслаждаюсь. Одна картина, другая. В общем, Володя, спасибо огромное. Ты нам каждый день то есть приносишь хорошее настроение. Это реально радует, дает силы. В общем, класс. Хорошие картины — это очень важно. Я не знаю, это как, знаете, вот комната, когда без картины, она слепая. Вот знаете, вот когда слепой человек, и когда ты вешаешь картины, это как глаза. Вот для меня такая ассоциация. Все, приятного аппетита. Пробуй, мамусь, пробуй. Пробуйте, да. Еду бери. Ой, не знаю, с чего и начать. Начинается с картошки. Вкуснятина, спасибо. Огурчик берите.